Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на апрель 2023 года. Месяц обещает быть очень ярким, очень насыщенным по событиям, причем очень благоприятным. Посмотрим, как он отыграется для вас. Работаем сегодня с колодами Святого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Общая энергия, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, надеюсь, вам карты хорошо видны. Приступим. Общая энергия месяца. Ну, слушайте, по аркану Мир это прекрасно, потому что для вас новый цикл, новый этап жизни, новые возможности, как перестройка всех ваших сфер. Потому что завершение старого этапа и вхождение в новый. Может быть сопряжен этот период с отпуском, отдыхом, путешествиями, перемещением, сменой места жительства. Ну и в принципе, как я говорю, достижение какой-то цели, какого-либо результата. Посмотрим, в какой сфере для вас этот аркан будет наиболее созвучен. Влюбленные. Ну, для вас это однозначно вопросы личной жизни. Или просто вопросы партнерства, потому что мир и влюбленный – это достичь компромисса, взаимодействия, консенсуса, это подписать договора, это подписать сделки, это обретение друга, это обретение второй половины. То есть здесь для вас новый цикл, новый этап. Действительно, жизнь для вас заиграет красками. А для кого-то, если вы уже в отношениях, это переход ваших отношений на новый уровень. Начиная от вопросов брака, у кого-то может быть сожительство, там, продолжение рода, но в любом случае это будет новая веха в вашей жизни. Вопросы работы. По семерке мечей. Как правило, это вопросы нелегальной работы, то есть неофициальной. И, как я говорю, дополнительных откатов на стороне. Ну, это все прекрасно понимают. Или помимо основной работы, это может быть какая-то не основная, там, нелицензированная деятельность, но которая будет вам приносить дополнительный заработок. Посмотрим, так ли это. И в первую очередь смотрим ситуацию для тех, кто у нас не работает. Так вот, семерка мечей и колесо фортуны. Как правило, это как нелегально, тем более дно колоды у вас шестерка жезлов, карта победы. Это зарабатывать на каких-либо ставках, это вопросы лотереи выигрыша. Я вас к этому не призываю, потому что нужно быть осторожными, чтобы, как я говорю, не войти в кураж и не спустить все свои деньги. Если не смотреть на вопросы, как я говорю, азартных игр и такого, назовем, простого обогащения, то семерка мечей и колесо фортуны – это, как правило, иметь какие-то дополнительные источники заработка, которые, по сути, не может проверить там налоговая. Но это по принципу криптокошельки, либо инвестиции в те проекты, скажем так, вывод денег из которых будет не виден, да, как говорится, налоговой, да, и нашим, как говорится, банкам. Поэтому здесь для вас это как найти для себя новый источник заработка и обогащения. Если смотреть ситуацию для тех, кто на статусе соискателя, то семерка мечей и королева чаш, я не вижу здесь трудоустройства, здесь это будут вопросы творчества, вопросы хендмейда, это как, допустим, продавать какую-то свою продукцию, да, но не декларировать доход. Либо быть психологом, быть каким-либо консультантом, потому что по королеве чаш у нас очень часто будут представители из ниши эзотерики, и помимо всего прочего, это флористы, это event-менеджеры, то есть это организация каких-то мероприятий. То есть вы заработок имеете, но просто его не показываете. Если же вы у нас наемный сотрудник, то семерка мечей и повешенный. Здесь как прощупать и избежать ситуацию, стать козлом отпущения, либо жертвой какой-то ситуации. Почему? Потому что это вовремя увидеть ситуацию под другим углом, либо те предложения сомнительного характера, которые вам могут поступать, будь то от работодателей, от коллег, да, которые пытаются вас каким-то образом обойти или, знаете, говорю, подсидеть. Так вот здесь это, не то, чтобы не дать себя в обиду, а по этим картам это увидеть, прочувствовать эту ситуацию и действительно не пойти на поводу у тех, кто вас толкает на такие поступки. Допустим, что-то где-то не задекларировать, не показать какие-то там доходы, расходы, отчеты, либо там что-то украсть на предприятии, то есть вот как уйти от этой линии. И как следствие избежать каких-то негативных для себя последствий.
Для тех же, у кого свой собственный бизнес, 7 мечей и дурак, говорят о ситуации, знаете, как нелегально, не то чтобы что-то открывать или продавать. Во-первых, может быть, неофициально держать у себя каких-то работников или каких-то специалистов. И, во-вторых, это действительно вкладываться в новое дело, в новый какой-то пассивный источник дохода, но который вы будете скрывать. Если смотреть финансовую сторону, то по умеренности здесь все комфортно, все спокойно. Доходы соответствуют расходам, есть накопление, есть на что опереться и, знаете, как уверенно себя ощущать. Эта карта не сулит больших прибылей, но она вам говорит о том, что у вас есть база, на которую вы можете опереться и, соответственно, не беспокоиться о завтрашнем дне. Если рассматривать вопросы здоровья, а вот здесь 5 чаш. Карта, которая указывает на вопросы эмоционального застоя. Это хандра, это апатия, это депрессивные состояния, у кого-то упадок сил. Но могу сказать так, основной посыл по этой карте – это последствия хронического стресса, в котором вы пребываете. Вы можете это не понимать или не осознавать, да, не проявлять этот стресс вовне, но тем не менее внутренне нервничать. Это все накапливается, 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 и вот в апреле даст как бы всплеск, когда эти эмоции или переживания как выйдут наружу. Но, тем не менее, королева Пентаклей указывает на ситуацию, тем более это ваша карта, что вы сможете стабилизировать текущее положение вещей и выйти из этой зоны эмоциональной нестабильности. Личная жизнь. По 9 мечей это переживания, страхи. Для кого-то страх начать новые отношения. Для кого-то страх определиться с выбором. Для кого-то страх озвучить свои переживания, которые у вас есть в партнерстве, либо свое отношение к человеку. Будем смотреть, что же вас здесь так сильно пугает, что же вас здесь так дестабилизирует. Просмотрим эту ситуацию. Для тех, кто у нас свободен. По рыцарю жезлов это боязнь, знаете, как посмотреть в глаза своей страсти, своим эмоциям, своему влечению, своей тяге к новому человеку и боязнь проявить эти чувства, эти эмоции, озвучить их, потому что боитесь быть непонятым, либо что эти отношения, эти эмоции будут неответными. То есть, знаете, как и вы будете в этой ситуации безучастны, то есть останетесь без ничего. Это не так. Потому что если смотреть по этим арканам, которые у вас здесь ложатся, вот эта ваша холодность и отстраненность играет во вред только вам. То есть избегайте этой ситуации. Если появился человек, которому действительно вы можете показать свои чувства, свои эмоции и проявиться, то действуйте. Если вы в любовных треугольниках, 9 мечей и карта сила. Это боязнь. Боязнь чего? Что вы залипаете на человеке, что вы всецело, может быть, ему доверяете или на него опираетесь, а он может оказаться волком в овечьей шкуре, да, ну или как следствие львом. Вы боитесь своей страсти, своих чувств, вы боитесь, во что это может вылиться, к чему это может привести, и стоит ли идти на поводу у этих событий. Но король жезлов показывает, что все-таки ваше внутреннее я, ваша тяга к человеку возьмет верх над вами, поэтому бояться этого не стоит. Оставайтесь в этих отношениях, если вам комфортно. Если вы в стабильных союзах, 9 мечей, туз жезлов. Итак, для кого-то переживания, страхи относительно ситуации зачатия, продолжения рода, деторождения. То есть вы боитесь, вы можете быть не готовы. У вас даже дно колоды здесь по жезлу. Видите, как известие о ребенке. Я понимаю, что не для всех это актуально. Для кого-то боязнь нового этапа в отношениях. То есть встречались, теперь как бы ситуация идет к тому, чтобы съехаться. Или жили совместно. Вы понимаете, что нужно как бы узаконить отношения, строить семью. И вы будете переживать относительно нового, знаете, вот этого этапа, который вас ждет. Сейчас хочу еще дотянуть карту. А для кого-то это переживание и страхи, потому что может появиться у вас новое увлечение, и вы будете на распутье. Будете не понимать, куда двигаться дальше. Оставаться в тех отношениях, которые у вас были, или с головой уйти в новые. Ну, такой у вас здесь месяц. Не зря у вас тут ситуация выбора. И совет. Совет по 10 мечей. Как говорит карта, знаете, не разрушайте сами себя. Понятно, что многие из нас боятся делать больно другим людям. Это, в принципе, да, стараемся этого избегать, не поступать так по отношению к другим. Но если ситуация, которая вас угнетает, вам жизнь отравляет, или вы понимаете, что вы находитесь как в болоте, как в трясине, то пришло время ставить жирную точку и уходить из тех отношений, из тех ситуаций, или там от той работы, или от взаимодействия с теми людьми, которые вас только тянут на дно.
Как бы для вас это не было болезненно, как бы не было страшно, но впереди светлое будущее. Не бойтесь оставлять это за плечами. Посмотрим на неожиданность периода. Что здесь? Что здесь? Башня, аист и ключ. Ух, какие интересные у вас арканы. И дно колоды змея. Это как проявить мудрость, проявить в первую очередь выдержку и прислушиваться к вашему внутреннему я. Карты вам здесь сулят во многом эмиграцию, переезд, смену места жительства. И для вас это как новое решение, новый этап жизни, ключевой этап, которого вы боитесь, вы этого страшитесь, потому что для многих это, знаете, это решение, которое отразится на ряде факторов. Смена ситуации по личной жизни, как следствие изменения условий труда, еще каких-то нюансов. То есть и вы боитесь шагнуть в новое. Но еще раз говорю, у вас карта основная, десятка мечей, это ставь точку в прошлом. То есть не бойся начинать новое, уходить в новое и оставлять старое за плечами. Поэтому вот так, вот такие вас перемены здесь ждут. Самое главное, знаете, как говорю, собраться, настроиться, и у вас все получится. Это не значит, что каждый из вас там должен переезжать, эмигрировать. Но, повторюсь, это касается новых начинаний. Причем начинаний, которые для вас плодотворны, которые эффективны. Знаете, как лучше попробовать, чем вы потом будете сожалеть о том, что вы этого не сделали. Поэтому удачных вам перемен. Пусть все в вашей жизни обязательно сложится со знаком плюс. Я в это верю. И пусть апрель для вас станет новым этапом вашей новой жизни. Это искренне от всей души. Я с вами не прощаюсь. До новых видео.